Привет! Когда в конце 2016 года на рынок вышли Apple AirPods, спрос на них был просто огромным. И неудивительно, это одни из первых полностью беспроводных наушников. И они были всегда в топе. Только 3 года спустя появилось второе поколение наушников. Я купил первые AirPods в начале 2018 года и до сих пор ими пользуюсь. За 4 года использования мне есть на какие вопросы ответить. Сильно ли отличаются от второй версии? Остался ли целым кейс и сами наушники за 4 года эксплуатации? Как держит батарея на кейсе и в наушниках? Работает ли до сих пор эта магия подключения Apple и на что я их в итоге сменил? Сегодня я этим с вами поделюсь. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить в дальнейшем много крутых обзоров. Поехали! Для начала расскажу, чем отличаются AirPods первого и второго поколения, чтобы вы сами поняли, что в принципе кардинальных отличий, чтобы отказаться от первой после выхода второй версии, не было. Но давайте обо всем по порядку. Время автономной работы при прослушивании музыки не изменилось. Визуальное устройство также не изменилось, разве что светодиодный индикатор состояния зарядки теперь находится снаружи, а не внутри. В AirPods 2 установлен чип H1, который работает с Bluetooth 5.0, в отличие от первых, где Bluetooth 4.2. Поэтому подключение второго поколения в теории чуть быстрее и стабильнее. Переключение между устройствами тоже быстрее и позволяет сократить задержку звука от источника на доли секунды, хотя и в первых с этим проблем нет. Госпожу Siri благодаря обновленному чипу можно запустить, сказав «Привет, Siri». В первых нужно было 2 раза тапнуть на наушник, хотя Siri настолько тупая, что я давно не пользуюсь этим голосовым помощником ни на одном Apple'овском девайсе. Еще появился чехол для беспроводной зарядки, но и первые AirPods можно также модернизировать с его помощью, докупив кейс отдельно задорого или докупив на AliExpress чехол за 3 копейки и с той же функцией. Хотя зачем это нужно, непонятно. Заряжать приходится кейс редко, да и по проводу он заряжается за считанные минуты. Зарядный кейс в нормальном состоянии, если не всматриваться. Я никогда не пользовался чехлами для AirPods, поэтому зарядный кейс брал все удары на себя. Но не могу сказать, что он много раз падал на плитку, асфальт, дерево или землю. Я аккуратный пользователь техники. На кейсе появилось несколько царапин, но нет трещин, чему я очень рад. Apple правильно сделала, что поместила всю техническую начинку в пластиковый глянцевый корпус в белом цвете. Благодаря этому все недостатки заметны лишь при детальном рассмотрении. Спустя 4 года кейс все так же просто открывается и закрывается с приятным щелчком. Многие сравнивают этот щелчок с зажигалкой Zippo. Некоторых это даже успокаивает. Про сами наушники отдельно рассказывать не буду, потому что они выглядят как новые. По ощущениям, аккумулятор в наушниках за 4 года потерял процентов 30 в емкости. Если раньше я мог слушать музыку около 5 часов без остановки, то сейчас можно рассчитывать максимум на 3 часа. Это самый большой недостаток БУ AirPods. Однако я не могу сказать, что меня это как-то беспокоит, потому что очень редко слушаю музыку в AirPods дольше 2 часов. Аккумулятор зарядного кейса, вероятно, тоже потерял емкость, насколько именно, не могу проверить. Я никогда не следил за расходом его заряда, как заряжал его раз в неделю, так и продолжаю это делать. Одной из главных фишек AirPods является их подключение к устройствам Apple. Действительно создается впечатление магии, но не всегда. Бывают ситуации, когда iPhone не подключается к наушникам, приходится выключать Bluetooth или прятать наушники в зарядный кейс и заново доставать. Еще раздражает, когда AirPods подключены к iPhone, музыка играет, но ее не слышно. Приходится заново подключать наушники к смартфону. Это раздражает, но подобные ситуации встречаются очень редко. Обычно никаких проблем с подключением и работой AirPods нет. Если посмотреть в общем, то мои AirPods вроде бы пора положить на полку и купить новые.
ведь батарея уже в среднем состоянии, а заменить ее невозможно, кейс с царапинами и не забываем про баги. Но все же из-за перечисленных причин я не сильно-то горел желанием менять AirPods, потому что в целом проблемы несущественны, а звук все такой же универсально приятный. Проблема с заменой AirPods еще заключается в том, что после использования их встает вопрос, какие наушники купить. Они не выдающегося качества, причем они не у всех в ушах сидят универсально удобно, но попробовав их, к ним привыкаешь. А как поживают ваши AirPods? Как давно они у вас? Собираетесь менять? Если да, или уже сменили, то на что? Давайте обсудим в комментариях. Поддержите ролик лайком, подпишитесь, чтобы не пропустить новые обзоры, ведь впереди много интересного. Пока-пока.